Всем привет, с вами вновь Антон Логунов, и я не могу не поделиться с вами впечатлениями вот об этом. In this Gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The kings can't break your nexus and your neck, cause everybody's on your head. Just like kick your butt, go run them up, then pay my nails. Never learned to raise my hand, was too busy raising hell. Everything I know I am, you should go and save yourself. Thought you had my number, huh? Congratulations, played yourself. Underground utopia, dynasties in dystopia. Fear is never an option, so tire's not a real phobia. I'm beating the odds, crossing every occasion that's ever defeated the gods. Switch up the mind, nothing but champions coming up, rolling up with a little squad. Old school, but like back then. Talk back till I snap back. This ain't brown, it's that dark black. This the pitch black, jet black. Snap your ex, watch me give them flashbacks. Pressure's rising fast as lightning, they can't stop it now. If you ain't talking realness, then just change the topic now. They laughing at the top like they can't see the bottom. And they thought I needed help, but I got hit without them. I am sharper than a pack of 100 razor blades. When the smoke clears out of here, but they ain't gon' fade. I'ma be here doing it my way. They said I should change it up, but what did I say? Садясь смотреть Аркейн, я на самом деле вообще ничего не ожидал. Друзья из Райта прожужжали мне все уши про то, какой у них крутой проект, и что нужно обязательно за ним следить, ждать и прочее. Но я вообще ничего не понимаю в море Лиги Легенд, и, конечно, сериал по нему мне был достаточно безразличен. Но это вот тот редкий случай, когда ты включаешь, просто проходит несколько секунд, у тебя пачка просто вот так вот падает, ты весь покрываешься мурашками и не можешь поверить, что в 2021 году в кино, и это не только в анимации, вот прям в кино, произошло что-то такое, что вызвало у тебя вот эти абсолютно забытые ощущения. Когда ты постоянно охреневаешь от происходящего на экране, ждешь каждую серию и даже ставишь себе напоминания, когда выйдут новые. И слава богу, чтобы наслаждаться Аркейн, не нужны вообще знания об играх. Это самостоятельное произведение. Это история двух сестер, разделенных в детстве, и история противостояния двух городов. Пилтовера и Зауна, верхнего, богатого, и нижнего. Он реально нижний, потому что провалился там немного во время землетрясения. И, естественно, там вредные производства, отходы, бандиты, несчастные люди и криминальные авторитеты. Собственно, две главные героини, сестры Джинкс и Вай, они живут у такого криминального авторитета. Не стоит хамить тому, кто наливает. А мир между верхним городом и нижним, он держится исключительно на устных договоренностях и в любой момент может треснуть по швам. Одновременно с этим в блестящих холлах научных академий верхнего города два изобретателя, Джейс и Виктор, работают над тем, чтобы подчинить себе магию и навсегда изменить жизнь всех вокруг. А ну хватит там зависать! Только вот девчонки из нижнего города не знают об этом и воруют один из, так скажем, прототипов камней у одного из изобретателей. Ну и вот с этого начинается абсолютно крышесносный, умопомрачительный, полный неожиданных поворотов сюжет Аркейн. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Но вот ты просто понимаешь, что такого не было нигде и никогда. Чтобы анимационный мультик был круче любого фильма. Чтобы количество планов, операторской работы, чтобы то, как были поставлены боевые сцены, какое было музыкальное оформление, насколько глубокая, детальная работа со всеми героями в нем была, чтобы это вот просто перекрывало все, что ты смотрел за последнее время. В каждой сцене этого мультика просто умопомрачительное количество
количество деталей, и ты невольно просто с экрана на тебя просачивается вот эта вся атмосфера. Ты чувствуешь этот верхний и нижний город, ты переживаешь за героев. У меня столько эмоций, столько мурашек и накатывающихся слез. Я правда, я думал, я на такое уже не способен в свои годы, что все это было все в прошлом. Нет. Тут прям душа иногда так сворачивается от происходящего. При этом авторы зачастую жестят. Это не милая история. Она очень жесткая. Возможно, бывало и пожестче. Но от анимационного произведения ты этого просто не ждешь. И вот, к сожалению, эти 9 серий подошли к концу. Это первый сезон. И вот хочется орать. Почему всего 9 серий? Хотя понятно, что это пробный проект. Это не проект, да, там целиком Netflix. Это сами Riot Games по своей Лиге Легенд решили снять мультик. Еще 6 лет назад они это затеяли. Только 3 года, да, ушло на разработку и на пилот, чтобы понять, какой у него будет визуальный стиль, что работает, что нет, в каком ключе делать весь сериал. И вот за остальное время нарисовали уже оставшиеся 8 серий. И более того, весь сериал был готов год назад. И вот когда Riot поняли, что у них получилась бомба, и что она может прогреметь на весь мир, они взяли вот этот год на то, чтобы подготовить вообще там все пиар-активности, договориться с Netflix, продавить Netflix, чтобы они выпускали все не единым сезоном, а по 3 серии в неделю, чтобы стримеры Лиги Легенд могли постримить первые серии. Это не так-то просто убедить такого гиганта, да, вот это все сделать. Ну и еще они подготовили охренительную рекламную кампанию по всему миру. В один день там в Праге, в Дубае, в Москве я видел, появились различные наружные рекламы Аркейн, и все они были такие креативные, с расчетом на то, что они попадут в социальные сети. И все это привело к закономерному результату. В один день практически Аркейн выстрелил в топ-1. Netflix говорят, что по многим странам он даже уделал игру в кальмара, а это, охренительное достижение. Ведь мы город прогресса, и наше будущее будет ярким. И это вот тот случай, когда такой оверхайп, супермаркетинг направлен, прям по делу, чтобы поддержать действительно охренительное, достойнейшее произведение. Чтобы заинтересовать людей, которые вообще не интересуются там играми, Лигой Легенд, просто начать его смотреть, охренеть. И, естественно, в итоге заинтересоваться. А что там в играх, что там за такой мир Рунтеры? Конечно, Riot еще подготовились, чтобы все это сопровождалось поддержкой в их играх. В Лиге Легенд появились новые бесплатные образы для героев, которые участвуют в сериале. Это Джейс, Вай, Кейтлин и Джинкс. Кейтлин еще обновили, добавили новое оформление для ущелья призывателей, запустили одновременно предсезон 2022 года там с новыми драконами, рунами и предметами. В Wild Rift появилось игровое событие, вдохновленное сериалом, и пройдя его, можно получить образы Джинкс и Вай. И вышли одновременно чемпионы Джейс и Кейтлин. Тематически обновили состязания гильдии, появилось состязание Джинкс против Вай. В Valorant по случаю сериала завезли новый косметический контент, боевой пропуск Riot X Arcane, а также появился новый агент Чембер. В общем, они не дураки, конечно, у них был расчет, что сериал выстрелит, и народ побежит интересоваться играми, и должен будет найти немедленно что-то родное, знакомое, вот прям как в сериале. И на меня это вот так именно и сработало. Когда я смотрел на Аркейн, я ничего не понимал в Лиге Легенд. Я понимал, что там, конечно же, наверняка есть миллион отсылок к фан-сервису и прочего, но я даже, на самом деле, не представлял, сколько его, потому что я потом пошел изучать, и там просто в каждой серии такая вот простыня безумного количества деталей, отсылочек, намеков. Не все по канону, но, я так понимаю, все фанаты Лиги Легенд все равно в восторге. И вообще, это редкий случай, когда критики, игроки и простой зритель вот просто в едином обожании сошлись, судя по метрикам.
Меня в этом всем деле удивила не столько история, которая, достаточно классическая, что она, реально очень круто, подробно, с огромным количеством клиффхенгеров рассказана. Меня это заставило вспомнить охренительные деньки 24 и, конечно же, мой любимый Battlestar Galactica. Потому что если посмотреть вот на современные сериалы, то, наверное, вот после «Игры престолов» мало где можно увидеть, чтобы сценаристы действительно старались, действительно хотели рассказать историю. Больше вот смотришь и кажется, что они пытаются ее растянуть, чтобы тебя вот подсадить на крючок, и ты сидел как можно больше сезонов, вяло вот тянуть все за сопли. На самом деле неожиданно вот на Netflix увидеть такой сериал. Потому что Netflix таким вот удивлял несколько лет назад, когда они только начинали вот свою большую игру. Сейчас это все превратилось в поток хороших, реально хороших сериалов, но которые ты даже, в общем-то, через год с трудом вспоминаешь. Когда ты уже привык, что тебя кормят с таким средне-хорошим контентом, без изысков, тут вот появляется такое бескомпромиссное произведение, где, вот прям видно, что максимальное вложение, максимальная отдача таланта, души, вообще всего, в том числе и бабок. Понятно, что это дорого стоило, и остается только вот снять шляпу перед Riot Games за то, что они так поверили, так вложились в то, в чем вообще ничего не понимают. То есть компания не занималась вообще интертейментом. И, возможно, это играет на руку, потому что ты здесь не чувствуешь просчета, да, ты не чувствуешь вот этой голливудской выверенной машины. Это просто сумасшедшее творчество, в том числе очень фанатичное по отношению к игре, и даже ничего не понимая в ней, ты это прям чувствуешь и восторгаешься. На этом, если вы не смотрели Аркейн, я советую вам прерваться и пойти его посмотреть, если вдруг вы еще этого не сделали. А сейчас вот мои впечатления по окончанию сезона. Я охренел от многохарактерности, многосложности всех персонажей, их истории, то, как они перекликаются, как эволюционируют герои, да, со временем. То есть здесь авторы реально не разменивались вот на тягомотину, они просто рассказывали охренительную историю. И вот уже в последних 3 сериях я окончательно просто готов был кланяться, аплодировать создателям, когда началась сцена на мосту с Джинкс и Эко, с их битвой, да, с их воспоминаниями о детстве. Вот здесь вот просто меня в самое сердечко пронизило настолько. То есть, понимаете, да, если бы мы имели дело с другим сериалом, да никто бы даже не стал бы заморачиваться. Может быть, показали бы, несколько каких-то флешбеков, что вот в детстве они играли. А здесь целая отдельная арт-зарисовка, которая сама по себе произведение, в иной стилистике, отдельно вообще от сериала. Это как вообще? Вот после этого у тебя просто нет слов. Это просто вот поток творчества в самом его явном виде. Просто бескомпромиссно. Финальные кадры сезона я вообще молчу. И вообще единицы видеоигр так манипулировали мною, то есть как зрителя. Кино еще меньше. Чтобы я эту Джинкс сначала ненавидел, потом жалел, потом бы кричал: боже, насколько она сошла с ума, и снова бы хотел ее удавить. У тебя все это вызывает просто огромное количество эмоций, особенно учитывая, как они разбрасываются вообще ключевыми персонажами. Мартин мог бы позавидовать. В общем, не восхищаться этим просто невозможно. Это не 10 из 10, а вот 12 из 10. Это просто охренительно. И ты понимаешь, что они вот только поцарапали поверхность, да? Что в этом мире Рунтеры, да, расписаны еще до хрена чемпионов, еще до хрена различных городов, государств, в общем, идей для не только продолжения, но и для параллельных сериалов. И я надеюсь, что вот с таким успехом, как у них сейчас, они пойдут развивать это направление, и очень надеюсь, что количество не приведет к потере качества. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комменты. Скоро увидимся. Смотрите только хорошее.